Азия в 1995 году манила миллионы людей своим колоритом. Туристы со всего света искали здесь приключений и покоя. Роскошные отели Сингапура и пляжи Таиланда оказались чудесным местом. Молодой и вежливый британец легко вписывался в эту общую картину. Он улыбался людям и охотно заводил новые знакомства. Другие путешественники видели в нем приятного собеседника. Они совершенно не подозревали, что под маской обычного туриста скрывается холодный и расчетливый маньяк. Его багаж хранил не только сувениры и сменную одежду. Там лежали инструменты для совершения самых жутких дел. Этот человек превращал отпуск случайных людей в дорогу в один конец. История этого маньяка началась в обычном доме, задолго до того, как он взял в руки свой первый нож. Будущий преступник родился 9 декабря 1959 года в Англии. Его детство прошло в небольшом городке Летчерд. Семья была самой обычной для того времени. Отец Джона работал водителем тяжелого грузовика. Мать трудилась официанткой в местном кафе. Мальчик рос в атмосфере постоянного движения. Отец часто брал его с собой в долгие рейсы. Но Джон рос с ощущением, что с ним что-то не так. Мир слов и букв стал для него враждебным. Он страдал от тяжелой формы дислексии. Учеба в школе давалась ему с огромным трудом. Сверстники часто подшучивали над его неудачами. Ребенок рос замкнутым и обиженным на весь мир. В возрасте 9 лет жизнь Джона резко изменилась. Его отец добровольно ушел из жизни в 1968 году. Это стало тяжелым психологическим ударом для мальчика. Потеря близкого человека породила в нем чувство того, что его все бросили. Мать пыталась обеспечить семью одна. Внимания ребенку катастрофически не хватало. Джон начал искать способы самовыражения в плохих компаниях. Уже в подростковом возрасте он начал совершать мелкие правонарушения. Первые кражи и прогулы школы стали началом его пути. В 1978 году его впервые официально осудили за воровство. Суд назначил ему короткий срок заключения, но тюрьма не исправила молодого человека. Напротив, там он познакомился с опытными преступниками. Джон научился подделывать документы и менять личность. В начале 1980-х годов он отправился в Израиль. Там он устроился на местную ферму под чужим именем. Соседи считали его милым и скромным человеком. Тем временем Джон начал воровать деньги у своих коллег. Вскоре его раскрыли и депортировали в Англию. В 1980 году Джон женился на девушке из Мексики. Она не знала о его темных делах. Для нее он был честным и порядочным человеком. Девушка верила в его рассказы об успешном бизнесе. Но правда быстро вышла наружу. В 1982 году Джон совершил серию мелких краж. Он несколько раз сбегал из-под стражи в этот период. Его жизнь превратилась в бесконечный цикл арестов и побегов. Жена не выдержала и подала на развод после очередного приговора. Это стало вторым сильным ударом по его психике. В 1987 году его жизнь приобрела еще более мрачный оборот. Джона Мартина Скрипса арестовали в аэропорту Хитроу. При нем нашли крупную партию запрещенных веществ. Суд приговорил его к 7 годам тюремного заключения. В тюрьме он вел себя тихо и спокойно. Охрана считала Джона образцовым заключенным. Именно в этот период произошло событие, которое определит его будущий почерк.
В 1993 году Джон находился в тюрьме Олбани на острове Уайт. Там он записался на специальный 6-недельный курс мясника. Преступник освоил навыки разделки туш с поразительной точностью. Преподаватели хвалили его за твердую руку и прекрасные знания анатомии. Он стал лучшим учеником у опытных поваров-мясников. Джон понимал, как быстро и аккуратно разделять суставы и кости. Окружающие видели в этом простую подготовку к честному ремеслу. Никто не подозревал, как именно он применит эти знания. В камере Джон не выпускал из рук атласы и карты. Он уже знал, куда отправиться в первую очередь. В 1994 году Скрипс получил долгожданный шанс. Он все еще отбывал срок в тюрьме Маунт. Администрация разрешила британцу короткий отпуск на выходные. Джон переступил порог тюрьмы и бесследно исчез. К этому побегу преступник готовился заранее. Сначала беглец раздобыл паспорт на имя Саймона Дэвиса. Позже в его распоряжении появились документы Джона Мартина. Фальшивые справки помогли получить несколько кредитных карт. Скрипс осознавал всю опасность своего положения. В Европе поиски начались бы слишком быстро, поэтому маршрут пролегал далеко за океан. В октябре 1994 года Джон приземлился в Мексике. Там он провел несколько месяцев. Позже полиция подозревала его в причастности к исчезновению туристов. В Мексике бесследно пропали 2 человека из Европы. Характер их исчезновения был очень похож на будущий почерк Джона. Но доказать эти эпизоды тогда не удалось. Преступник решил сменить регион деятельности. Он выбрал Азию за ее открытость для туристов. Его путь лежал в сторону Сингапура через несколько стран. Джон выглядел как типичный британский джентльмен. Он носил дорогую одежду и вежливо улыбался всем вокруг. Джон Мартин Скрипс приземлился в аэропорту Чанги 8 марта 1995 года. Британец предъявил на контроле паспорт на имя Саймона Джеймса Дэвиса. Сингапур поразил беглеца своей чистотой и строгостью законов. Но преступник не собирался соблюдать местные правила. Скрипс начал посещать бары в зоне прилета. Там Джон высматривал одиноких и состоятельных путешественников. Целью маньяка стали люди с банковскими картами и ценным багажом. В толпе прилетевших Скрипс заприметил жителя Южной Африки. Мужчину звали Джерард Лоу. Это был 32-летний турист. Джерард прилетел в Сингапур за покупками для своей семьи. Джон Мартин Скрипс подошел к нему с простой просьбой. Преступник спросил, знает ли тот дорогу до центрального района города. Между 2 иностранцами завязался непринужденный разговор. Джерард Лоу был рад встрече с англоязычным собеседником. Британец предложил сэкономить и разделить оплату за номер. Выбор пал на отель Riverview совсем не случайно. Здание стояло прямо на берегу реки Сингапур. Такое расположение позволяло маньяку быстро скрыть следы. Всего пара шагов отделяла номер от глубокой воды. Лоу согласился на выгодное предложение нового знакомого. Вскоре мужчины заселились в номер 1511. Приятели выглядели как старые добрые друзья. Вечером Джон Мартин Скрипс заказал ужин в номер. Официант принес еду и не заметил ничего подозрительного. Но ночью в номере 1511 произошло нечто жуткое. Британец использовал тяжелый предмет для внезапного нападения. Джерард Лоу не успел оказать серьезного сопротивления маньяку. Утром Джон повесил на дверь табличку. Надпись просила персонал не беспокоить жильцов. Преступник провел в номере несколько часов.
Маньяк использовал свои навыки мясника с поразительным хладнокровием. Джон разделил тело на несколько аккуратных фрагментов. Преступник применил знания, которые получил в тюрьме Олбани. Джон упаковал останки в пластиковые пакеты и сумки. Днем маньяк спокойно покинул отель с тяжелым багажом. Преступник выбросил пакеты в воды реки Сингапур около причала Клиффорд. Скрипс сразу начал пользоваться вещами жертвы. Британец снял крупную сумму с кредитной карты Джерарда. На эти деньги маньяк купил дорогие авиабилеты. Преступник отправился в Таиланд под именем Саймона Джеймса Дэвиса. Британец упивался чувством собственной безнаказанности. Вскоре полиция Сингапура сделала жуткое открытие. Рабочие заметили подозрительный пакет в реке. Они немедленно вызвали правоохранительные органы для проверки. Детективы Сингапура сразу поняли серьезность ситуации. Личность Джерарда Лоу установили довольно быстро с помощью стоматологических записей и отпечатков пальцев. Полиция начала проверять все отели в районе набережной. Они нашли запись о регистрации в отеле Ривервью в номере 1511. Камеры наблюдения показали четкое лицо Джона Мартина Скрипса. Но к этому моменту маньяк уже бежал в Бангкок. Британец продолжал свою кровавую охоту за новыми жертвами. В Таиланде Скрипс переехал на остров Пхукет. Это популярное место отдыха казалось преступнику идеальным. 15 марта 1995 года Джон познакомился с канадскими туристами во время перелета. Это была 49-летняя Шейла Дамут и ее 22-летний сын Даррен. Путешественники прилетели на курорт для пляжного отдыха. Маньяк снова применил свое природное обаяние. Преступник представился успешным бизнесменом из Англии. Скрипс предложил канадцам поужинать вместе этим вечером. Шейла и Даррен Дамут приняли приглашение вежливого незнакомца. Канадцы не знали, что Джон уже изучил их бюджет. После ужина компания разошлась по своим номерам. Но ночью 16 марта 1995 года Джон напал на канадцев в их номере. Он обездвижил их с помощью электрошокера и погубил ударами молотка по голове. На следующий день маньяк покинул Пхукет. Джон Мартин Скрипс решил вернуться обратно в Сингапур. Британца подвела чрезмерная самоуверенность. Преступник пытался въехать в город во второй раз. Скрипс предъявил тот же поддельный паспорт Саймона Дэвиса. Беглец рассчитывал на медленную работу местной полиции. Джон верил, что контроль в Сингапуре не отличается от других стран. Этот просчет стал для маньяка фатальным. Сингапурские детективы уже разослали фото преступника во все аэропорты Азии. Пограничники получили приказ на немедленное задержание британца. 19 марта 1995 года Джон Мартин Скрипс приземлился в аэропорту Чанги. Британец спокойно протянул на контроле поддельный паспорт на имя Саймона Джеймса Дэвиса. Маньяк улыбался и вел себя очень естественно. Но офицеры паспортного контроля узнали это лицо мгновенно. Полицейские попросили мужчину пройти в отдельную комнату. Скрипс начал нервничать и громко возмущаться. Преступник требовал немедленно связаться с британским консульством. Тем временем детективы начали тщательный досмотр его личного багажа. В сумке они нашли электрошокер и тяжелый молоток. Также там лежали несколько ножей со следами крови. Самой главной уликой стали документы в его рюкзаке. Полиция нашла кредитные карты Джерарда Лоу. Там же лежали паспорта Шейлы и Даррена Дамут. На многих вещах остались явные следы биологического материала. Маньяка доставили в Центральное управление полиции Сингапура.
Допросы длились несколько суток подряд без перерыва. Преступник выбрал тактику полного отрицания всех фактов. Он утверждал, что просто купил эти вещи у случайного человека. Джон говорил, что никогда не видел Джерарда Лоу в жизни, но записи камер из отеля Ривервью говорили об обратном. Детективы нашли свидетелей и в Таиланде, и в Сингапуре. Официанты и администраторы опознали британца по фотографиям. Вскоре из Пхукета пришли страшные новости. Тайская полиция обнаружила останки Шейлы и Дарина. Экспертиза подтвердила, характер повреждений был идентичен случаю в номере 1511. Джон Мартин Скрипс навсегда остался в списке самых опасных преступников. Ужас охватил не только страны Азии. В шоке было все мировое сообщество. Судебный процесс начался в сентябре 1995 года. Зал суда был переполнен журналистами со всего мира. Родственники жертв прилетели из Канады и Африки. Люди хотели посмотреть в глаза человеку, который уничтожил их близких ради денег. Джон демонстрировал в суде полное безразличие. В его глазах не было ни капли страха или жалости. Это ледяное спокойствие выглядело пугающим. Поэтому адвокаты решили сменить тактику. Юристы попытались оправдать жестокость старыми травмами. Защита указывала на тяжелое детство и смерть отца в 1968 году. Адвокаты говорили о галлюцинациях и внезапных приступах ярости. Но психиатры Сингапура провели серию самых тщательных тестов. Они признали Джона Мартина Скрипса полностью вменяемым. Врачи отметили, что маньяк действовал с исключительным расчетом. Его целью была лишь материальная выгода и личный комфорт. Психология Джона строилась на полном отсутствии эмпатии. Это подтверждали и собранные следствием улики. Прокурор детально описал каждое движение маньяка в отелях. Он указал на профессионализм в обращении с ножами. Финальным гвоздем в деле стали данные от Скотланд-Ярда. Британская полиция передала Сингапуру сведения о тюремных курсах Скрипса уже после ареста. Данные подтвердили его профессиональные навыки мясника. Умение разделывать туши стало решающим аргументом стороны обвинения. Эти факты прижали преступника к стене. Скрипс решил изложить свою версию событий. Джон лично выступил перед судьями. Британец внезапно изменил свои первоначальные показания. Преступник заявил, что Джерард Лоу напал на него первым. Скрипс назвал свои действия актом необходимой самообороны. Но улики полностью отвергли эту ложную версию. Судья зачитывал приговор в течение нескольких часов. Джон Мартин Скрипс был признан виновным по всем пунктам. Его приговорили к высшей мере наказания через лишение жизни. В Сингапуре за такие преступления выносят смертный приговор. Британец выслушал это решение без единой эмоции. Мужчина лишь попросил передать его личный дневник матери. В записях Джон не выражал ни капли раскаяния. Он писал о своей ненависти к обществу и законам. Многие в Англии пытались обжаловать этот суровый приговор. Правозащитники говорили о жестокости сингапурского правосудия. Но правительство Сингапура осталось непреклонным в своем решении. Безопасность туристов являлась для них высшим приоритетом. 19 апреля 1996 года в тюрьме Чанги финальное решение суда было исполнено. После его ухода из жизни полиция нашла новые факты. Оказалось, Джон мог быть причастен к исчезновениям людей в Мексике. Преступник вел подробный список своих трат и поездок. Детективы подозревали, что жертв могло быть гораздо больше 3, но доказать остальные эпизоды уже не представлялось возможным.
А как вы считаете, что стало главной причиной превращения Джона Мартина Скрипса в маньяка?